Доброе утро, друзья мои! Сегодня вы увидите в этом выпуске знакомство с Вьетнамом. Уличная еда, базары, ночная жизнь, крысы, все самое интересное. Смотрите прямо сейчас. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Если ты перешел дорогу в Хошимини, с тобой все в порядке, тебе больше ничего не страшно в этой жизни. Чё? Учу вьетнамский. Очень тяжелый язык, кстати, вьетнамский. Движение в Хошимине, как вы можете заметить, очень интенсивное, опасное. Огромное количество байкеров, автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Никто не соблюдает правила дорожного движения. Ни у кого почти нет прав. Аренда байка на 1 месяц вам обойдется порядка $100 или 10 тысяч рублей. Сюда уже включен и бензин, и аренда самого байка. Права для этого не требуются. Но если вдруг вас остановят полицейские, хотя их здесь практически нет, то будьте готовы отдать около 2000 рублей за штраф. Байк во Вьетнаме — это необходимость. На байке могут перевезти свои вещи, перевезти свою квартиру. Перевозят людей семьями, по 7 человек садятся на него и едут. Наша поездка вышла в 30 тысяч донгов, это примерно 120 рублей. Мы платим. Расстроился или обрадовался? О, это много. Такие вьетнамские деньги приятные. Выглядят они вот так, и, кстати, путешественники не могут вывозить отсюда деньги. И они не намокают. Приятные. Поэтому я заплатила 70 тысяч донгов. Это у нас примерно 280 рублей. Все. Знакомство с Вьетнамом мы начинаем с базара, чтобы посмотреть, что сколько стоит. Мы приехали с вами на базар, где закупаются местные. Огромное разнообразие овощей и фруктов на этом базаре. Здесь мы видим мелкие сушеные креветки, различные рыба, колбасы. Все это продается. Это, наверное, какая-то уличная еда. Что такое интересное? А, женщина прям здесь же готовит ее и жарит. Котлетки. Синчао. Ой, как интересно. Здесь посмотрите, что это. Чиз. Тофу. А я поняла, что они жарят. Посмотрите, это жареный тофу. Thank you. Дали попробовать нам тофу. Да? Вьетнамцы, знаешь, как любят тофу? Ну, тофу вы представляете, да? Это сыр. Как будто творог зажаренный. Нету резкого вкуса, кстати, очень вкусно. How much? How much? Да, Вьетнам дом. Вообще вкусно, я себе хочу купить теперь. How much? Understand. Thank you. Thank you, bye-bye. Спасибо большое, отправляемся с вами дальше. Мы купили тофу. 70 тысяч донгов за килограмм тофу, это примерно 280 рублей за килограмм жареного тофу. Это очень дешево. Вьетнам действительно дешевая страна. А это что такое? Это у нас
Итальянская редька обжаренная. Вьетнамки без работы не сидят ни секунды. Каждый обрабатывают овощи, жарят еду, подготавливают свои прилавки. Пробка. А, это весь ряд продает тофу жареный. Во вьетнамских базарах вы можете увидеть все на прилавках. Они продают абсолютно все. Все, что растет, все, что шевелится. Мандарины. Что это, спросите вы? А я вам скажу. Узнайте и мне напишите. Я тоже хочу знать, что это такое. Вьетнам дong. Ага. Килограмм говядины у нас стоит 290 донгов. Это примерно 1100 рублей за килограмм говядины. Но мясо здесь действительно дорогое. Вот продается мясо. На прилавках вы видите, что продают тайский чай. Они его сами делают, вот так разливают и продают. Спасибо. Килограмм лука стоит 20 тысяч донгов или 80 рублей. А, 40 тысяч. 160 рублей стоит килограмм имбиря. Кило. Дадим деньги и объясним. Yes. Купим имбирь. Купим лук. Накупим продуктов. По дороге, может, кому-нибудь отдадим. Что еще купим? Сколько? Килограмм лаймов стоит 30 донгов или 120 рублей. Давайте купим это. Окей, давайте купим лимоны, лаймы. Что купим у бабушки? Сделаем бабушке хороший базар. Ну, окей. На прилавке вы можете увидеть кинза, зеленый лук, приправы различные. Мешки. Окей. Хватило? Нет, вряд ли хватило. Окей. 20-ку, говорите, еще добавь. Бабушка думает, что мне положить. Просто так, смотри, с прилавка может. Окей. Ой, ничего, Коль. А что это такое? Давайте узнаем. Mẹ bả nó hay cục luôn. Ма, ну что-то призрак какой-то мы купили в переводчике, но, естественно, это некорректный. Thank you, bye-bye. Спасибо, мы уходим с полными покупками, bye-bye. Мы много купили, нас любят. Это на базаре главный, да, бухгалтер, наверное, деньги собирает. Кольцо видели? С мою голову. Дошли с вами до уличной еды, стрит-фуд на английском. Мы же с вами английский язык учим. Во Вьетнаме дешевле всего перекусить на улице. Это быстро, очень дешево и вкусно. Наверху вы можете увидеть цены. 35 тысяч это у нас 140 рублей за порцию еды. 50 тысяч это 200 рублей или 2 доллара. Вьетнам действительно очень-очень бюджетная страна.
продукты вы получите всего за $2. Это у нас тростник. Прям тут его выдавливают, выжимают и получают тростниковый сок. Вот так люди забирают с собой за примерно 100 рублей. Sugarcane? Yes. Это тростник, он выдавливает сок. Он знаете, сколько стоит? 60 рублей баночка тростникового сока. Я спрашиваю, он полезный? Он говорит, да. Освежение. Для чего он полезный? Свежесть придает. Давайте мы с вами тоже попробуем. Give me please one. Yes. Давайте посмотрим, как он будет выдавливать. Перчатки надел. Смотрите, он несколько раз пропускает тростниковые палочки. Для пущей свежести внутрь тростника добавили апельсин и мандарин. Бай-бай. Спасибо большое, мы с вами купили освежающий сок. Ой. А знаете, сколько он стоит? 15. Здесь ремонт обуви, молодые парни, судя по всему, школьники, студенты, чинят обувь. О, давайте попробуем. Он, знаете, он такой же сладкий, как моя жизнь. Он мед. Очень сладкий. И правда освежает. Невероятно сладкий. У меня все приклеилось. Сейчас вам дам полезные советы. Во Вьетнаме можно находиться до 45 дней без визы. Далее вы можете сделать визы рано. Это заезд-выезд в любую страну. Это рядом Камбоджа, Лаос, Таиланд. Выбирайте сами какую. Возвращайтесь и обнуляетесь. Либо вы можете сделать визу на сайте за $20 на 90 дней. Все гостиницы бронируем на букинге. На букинге гораздо дешевле. Такси. Здесь есть специальное приложение, которое называется Grab. Ездите на Грабе. Еще если какие вопросы остались, вы напишите, я вам обязательно отвечу. Я такси, по-моему, неправильно заказала. Все наши покупки мы дарим. А наше такси уже приехало. Средняя заработная плата во Вьетнаме на 2025 год составляет от 35 тысяч рублей или $350. Ой! Такси! Я пока дорогу пробегала, я потеряла свое такси. А где?
Такие длинноногие вьетнамки я впервые увидела. Ноги отсюда растут. Вы у меня часто спрашиваете: Эльвира, покажи ночную жизнь. Как живет молодежь в городах. Давайте я вам сейчас покажу ночную жизнь. Он показал, что он женат, по-моему. Невероятно валит музыка просто из каждой двери. Время у нас сейчас 10 часов ночи. Посмотрите, как светло. Все освещено фонарями. Сейчас вы увидели девушек. Девушки стоят вот так возле каждого заведения и зазывают свое заведение. Берегите свои глаза от яркости. Они уже ослепли. Все очень интересно, блестит, сияет. У меня даже глаза перестали видеть от этой красоты. Очень светло на улице.
пьяных, что для меня было удивительно. Я думала, всегда на этих улицах творится разврат, пьянство и так далее. Улица мне понравилась. Далее, не бойтесь торговаться с вьетнамцами. Они вам называют одну стоимость, скидывайте в 2-3 раза. Они скинут вам, они очень добрые люди. Если они не хотят, они вам даже нет не скажут. У вьетнамцев нет такой культуры говорить слово нет. Они могут говорить, ну потом, ну попозже и так далее. А эти согласятся. То есть вы можете до дома доехать за 30 рублей, за 40 рублей, на байке за 20 рублей можете. Напоминаю, мы с вами были в Хошимине, бывший Сайгон, столица Индокитая. Чуть-чуть истории. Thank you. О, уличная еда. Друзья мои, если вы хотите смотреть видео раньше всех, на неделю, на 2 недели, то переходите обязательно на мой канал на Бусти. Здесь вы увидите QR-код. Вы можете перейти по нему, подписаться на Бусти. Там подписка стоит порядка $3. И смотреть все раньше всех, все самое интересное, все самое лучшее на Бусти. И это, конечно же, для меня дополнительная мотивация снимать для вас самые лучшие видео. Язык у меня уже все. Спасибо, что подписались. Вот, видите? Он мне лайк поставил, вы тоже мне поставьте лайк. Человек, не зная языка, мне уже лайк поставил. Спасибо за это вьетнамцам. А вы сидите вон там и не поставили мне лайк. Обязательно поставьте, и у вас в этом году случится самое лучшее путешествие. Вообще, друзья мои, путешествовать нужно обязательно в любом возрасте. Вы видели, и старики, и молодежь, все путешествуют. Вы тоже старайтесь, путешествуйте. Я очень хочу, чтобы у вас это получилось. Все, желаю много денег вам всем. Аминь. И вообще мне вьетнамцы очень понравились. Они добрые. Вот он даже не понимает, что я говорю, а улыбается. О! Уличных торгов тут можно купить различные фрукты. Сейчас мы с вами доехали до вокзала. Я сегодня переезжаю в порт Муйне. Хочу посмотреть, как живут местные вьетнамцы в деревнях. Я иду покупать билеты. Вещи остаются. Чуть-чуть денег не хватило. Дайте 20 тысяч долларов, пожалуйста. Билет до Муйне стоит 260 тысяч долларов, это примерно 1040 рублей. Ехать там 4 часа на спальном автобусе. Друзья мои, вы знаете, что такой формат видео я практически никогда не делала, поэтому мне хочется услышать ваше мнение. Напишите мне в комментариях, что вам понравилось. Хотите ли видеть такие форматы в дальнейшем? К примеру, приезжаешь, один обзор из города, как живет молодежь, что продает на базарах, цены и так далее. Что вас еще интересует, обязательно напишите. Я прислушаюсь к вашему мнению, продолжаем такой формат или нет. Сейчас мы с вами пересаживаемся на слип-басы. Посмотрите, как выглядят эти автобусы. Очень тесно. Вот типа мои плечи вплотную проходят. Здесь выдается одеяло, подушки. Я буду спать, по-моему, на нижней полке, да? 6D, 6D, 6А, 6Б. Ну, логично вот это. Блин, как будто в погребе поеду. Так-то очень даже ничего. Так, ну давайте спорим. Высоким людям будет максимально некомфортно. Я 1,65 м, мне удобно. Ну и то тесно. Вот. Ну, в общем, вот такой вот у нас с вами автобус.
А тут еще маленький, вам легче залезть, чем мне, я застряну. Thank you. Bye-bye. Где вы меня оставили? Красота. Пахнет как все. Очень чистый город. Как вы поняли, я переехала в другой город. Давайте я вам покажу, чем я буду ужинать сегодня. Взгляните, я заказала вот такого лобстера. Цена этого лобстера порядка 1 миллиона донгов или 4000 рублей. Лобстер просто огромное количество мяса. Лобстер с чесноком. Это знаете, как вкусно, я вам сейчас покажу. Лобстер такой вкусный, поэтому едим, знаете, по маленьким кусочкам. Ой, вкусно. Еще берем маленькие. Это сильно вкусно. Переходим к нашим гребешочкам. Подают вот так гребешки. Цена гребешков 600 рублей за порцию. На зубах что-то хрустит. Песок, наверное, морской. Вкусно. Правда, очень вкусно. А может, жемчуг хрустит. Ну, это все хорошо. И посмотрите, мне подали окуня. Окунь здесь стоит 250 тысяч донгов. Это 1000 рублей или 10 долларов. Давайте посмотрим, какое у него мясо. Мясо белое, нежное. Очень нежный. Ну, на сазана похож. Не сказать, что прям, ну, очень вкусный. Как будто сазан ешь. Все, всем приятного аппетита и спокойной ночи. А вот теперь я поужинаю, пойду договорюсь по поводу съемок. Все, друзья мои, вот теперь пока-пока. Такой ужин с таким видом.